Много лет назад мужчина спас беременную пантеру. Он думал, что это конец истории. Но спустя годы она вернулась, и то, что произошло дальше, невозможно объяснить. Мать черной пантеры теряла силы. Ее мощное тело, символ скрытности и силы, больше не справлялось с жестокими условиями. Лед сковывал ее мех тяжелыми комками, причиняя боль, а каждый шаг давался с невероятным трудом, словно сама буря пыталась вытянуть из нее жизнь. Но она продолжала идти, защищая единственное, что имело значение — своего крошечного детеныша, в котором еще теплилась слабая жизнь. Надежды почти не осталось, выживание ускользало из ее лап. И вдруг среди снежного хаоса появился тусклый золотой свет, человеческое жилище. Запах дыма и человека ударил в нее, пробуждая страх. Инстинкты требовали бежать прочь, в знакомый лес, но жизнь детеныша была важнее. Собрав последние силы, она добралась до крыльца и тихо постучала в дверь. Этот слабый звук стал ее отчаянной капитуляцией перед бурей. Внутри рейнджер Эван услышал стук и насторожился. Открыв дверь, он замер. На пороге лежала черная пантера, почти превратившаяся в ледяную статую. Под ее телом был детеныш, неподвижный, почти без признаков жизни. Инстинкты кричали об опасности. Перед ним был хищник. Но, встретившись с ее взглядом, он увидел не угрозу, а мольбу. Он не смог закрыть дверь. Эван отступил и впустил их. Пантера, словно понимая, из последних сил втянула себя внутрь и подтолкнула детеныша ближе к теплу. Сделав это, она рухнула без сил. Эван действовал быстро. Он растирал лед, проверял дыхание, укутал детеныша и уложил у огня. Затем занялся матерью. Она наблюдала за ним, не сопротивляясь. Это было хрупкое перемирие, рожденное отчаянием. Первые сутки прошли в напряженной тишине, но на второй день детеныш подал слабый голос. Эван накормил его, и этот звук словно вернул мать к жизни. Она подняла голову, и в доме раздалось глубокое урчание, звук облегчения. К 4-му дню пантеры окрепли. В домике установилась странная гармония. Эван читал у камина, а пантера наблюдала за ним, изучая. Однажды он проснулся и увидел, что она спит рядом с его стулом. Не у огня, рядом с ним. В самый уязвимый момент она выбрала охранять его. Но опасность еще не ушла. Однажды вечером Эван вышел за дровами, подскользнулся и упал с обрыва. Его ногу прижало деревом. Боль была невыносимой, холод быстро забирал силы. Он кричал, но ветер уносил звук. Он был один. В домике пантеры почувствовала беду. Она бросилась в лес и нашла его. Он был на грани потери сознания. Пантера не колебалась. Она согревала его своим телом, рыла землю, освобождая ногу, и, собрав всю силу, сдвинула тяжелое дерево. Эван освободился. Теперь уже она спасла его. С приходом весны Эван понял, им пора уходить. Он открыл дверь, и пантера с детенышем направились к лесу. Уходя, она остановилась и посмотрела на него. В ее взгляде было все — благодарность, доверие, понимание. Затем они исчезли среди деревьев. Но связь не исчезла. Иногда Эван находил у дома следы, большие и маленькие. Их тихое напоминание. Однажды утром они вернулись, стояли у дома и смотрели на него. Детеныш сделал шаг вперед. Мать не остановила его. Это был знак. Со временем они стали появляться чаще. Детеныш даже позволил Эвану прикоснуться к себе. Дикая природа и человек нашли редкое равновесие через доверие. Прошло время, пантеры выросли, но не исчезли из его жизни. Их присутствие стало частью его мира. А однажды вечером у двери появилась не одна тень, а целая группа пантер. Среди них была она и уже взрослый детеныш. Они стояли спокойно, словно говоря: «Мы помним». И Эван понял главный урок. Иногда самые сильные связи рождаются не из слов, а из выбора — помочь, несмотря на страх. И именно такие связи способны пережить даже самую суровую бурю.